Итак, всем привет, с вами Слейд. И сегодня у нас будет самое грандиозное видео по Бенди, на которое было убито очень много сил. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, вам это не сложно, а мне очень приятно, потому что с помощью вашего лайка это видео очень хорошо продвинется, а я хочу, чтобы оно хорошо продвинулось. Но в это видео были вложены не только мои силы, но и моего очень хорошего друга Григория. У него есть своя группа по Бенди, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на него, я очень хочу его порадовать. В этой группе выкладываются свежие новости по Бенди, переводы теорий по Бенди. Там также есть бесплатный перевод новеллы Dreams Come to Life, перевод комиксов, и также уже есть перевод свежего превью новой книги по Бенди «Иллюзия жизни». Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на него. Подписались? Ну тогда поехали к видео. Итак, всем привет, с вами Слейд. И сегодня у нас будет новое видео по Бенди, где мы разберем абсолютно весь сюжет вселенной Бенди. В это видео, как я и сказал, было угрохано очень много сил, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, если вы вдруг не подписаны. Также хочу сказать, что практически все даты, взятые в этом видео, предположительные, и само видео это лишь теории и догадки, которые могут не соответствовать реальному сюжету. Но мы постарались сделать максимально приближенный к реальности таймлайн, и надеюсь, что у нас это получилось. Ну что же, перейдем к видео. Приятного вам просмотра. Наша история берет истоки с давних времен. В 1901 году рождается Джозеф Дрю в городе Паттерсон, в штате Нью-Джерси. Примерно в это же время рождается Нейтан Арч, будущий друг Джоуи Дрю и его же будущий предатель. Рождается он также в городе Паттерсон, в штате Нью-Джерси. В 1906 году Джозеф разговаривает с отцом, и после этого начинает задумываться о понятиях выдумки и реальности. 28 июля 1914 года начинается Первая мировая война, и в 1916 году Джоуи попадает рядовым в войска связи. Примерно в это же время Нейтан также попадает в армию, после чего Джозеф и Нейтан знакомятся и начинают вместе работать в военной лаборатории. 11 ноября 1918 года заканчивается Первая мировая война, после чего Нейтан переезжает в Пасадену, штат Калифорния, где занимается промышленностью, нефтью и сталью. А в период с 1920 по 1929 год Джозеф переезжает в Нью-Йорк и просит всех звать его Джоуи. Его друг Кайл берет его с собой на мероприятие, где Джоуи хочет представить идею своей будущей студии. В 1926 или 1927 году рождается Дот, будущая писательница студии Джоуи Дрю. И в 1928 или 1929 рождается Дэниэль Левик, или же Бадди Левик, будущий работник студии Джоуи Дрю. В 1929 году Джоуи основывает студию в Бруклине. Студия начинает свою работу с 6 людьми: Джоуи, Генри, Сэмми, Уолли, Норманом и предположительно Джеком Фейном. Спустя 2 недели после начала работы студии Генри придумывает Бенди. Затем студия выпускает свой первый мультфильм Little Devil Darling, а за ним и The Dancing Demon. 24 октября 1929 года в США начинается Великая депрессия. Великая депрессия – это мировой экономический кризис, начавшийся с биржевого краха в США. Это событие нам еще пригодится. Предположительно, 31 октября 1929 года выходит мультфильм «Томпсон Пикник». Также в 1929 году, чтобы Бенди не было одиноко, студия придумывает Бориса и выпускает первый мультфильм с ним под названием Ship Songs. После этого в 1930 или 1931 году Генри уходит из студии, так как он проводил мало времени с Линдой из-за работы. И после ухода Генри 10 февраля 1931 года Джоуи делает аудиозапись, где рассказывает о расширении студии. И после этой аудиозаписи студия расширяется и нанимается больше сотрудников. В честь Хэллоуина 31 октября 1931 года выходит мультфильм Haunted Hijinks. 3 ноября 1931 года начинается выпуск синдицированных комиксов, и выходит первый комикс Barnyard Opry, где Бенди и Борис впервые появляются в комиксах. 18 декабря 1931 года выходит комикс Pie and Poop, и в нем впервые появляется персонаж Руби Голдберг. Предположительно, 25 декабря 1931 года выходит первый рождественский мультфильм по Бенди Куки Кукин. 13 января 1932 года выходит комикс Up in Flames, где впервые появляется персонаж Босвелл Лотте Бакс. В июле 1932 года в студию нанимают Сьюзи, и она влюбляется в Сэмми.
Также примерно в это время должны происходить события новеллы Sent from Above, но, к сожалению, эта новелла перенеслась на следующий год. 2 августа 1932 года Сьюзи делает аудиозапись о ее впечатлениях от студии и о том, что скоро где-то что-то великолепное, намекая на создание персонажа Элис Энджел. Sammy, our music director, was also telling me they're working on a new character upstairs. Might require a female touch. I've got a good feeling something great is going to happen. В августе или сентябре 1932 года появляется персонаж Элис Энджел, и Джоуи объявляет об этом сотрудникам. В это же время Сьюзи делает аудиозапись о том, что она рада роли Элис. А уже 12 сентября 1932 года выходит первый мультфильм с Элис Энджел «Sent from Above», и чуть позже выходит мультфильм «Siren Serenade». 10 ноября 1932 года выходит комикс Counting Ships, где впервые появляются шерстистые тройняшки. Примерно в промежутке между 1932 и 1933 выходит мультфильм Cheap Seats. Примерно в это же время Генри поздравляет Джоуи с его успехом, а также в этом же промежутке Сьюзи впервые обедает Джоуи и делает об этом аудиозапись. 10 января 1933 года выходит комикс On Cloud 9, первый комикс с Элис Энджел. В начале марта 1933 года Сьюзи и Сэмми о чем-то разговаривают, и их замечает Уолли, который рассказывает об этом в аудиозаписи от 5 марта 1933 года. Также в 1933 году открывается предприятие The Heavenly Toys на 34-й улице Нью-Йорка, и там начинают производить игрушки Элис. Поэтому производство игрушек и назвалось The Heavenly Toys, так как Heaven в переводе с английского это небо, что связано с Элис. Также в 1933 году выходит мультфильм Hellfire Fighter, а в период с 1931 по 1934 выходит мультфильм Hell's Kitchen и строятся архивы. 5 декабря 1934 года выходит комикс Graduation Day, в котором заканчивается сюжетная линия шерстистых тройняшек, и после этого они больше не появляются в комиксах. Также в декабре 1934 года начинают производиться игрушки Бенди и Бориса и игрушечные паровозы и самолеты. В качестве пиара для игрушек-паровозиков выпустили мультфильм Train Trouble. В декабре 1934 года также выходит рождественский мультфильм Snow Silos. 10 мая 1935 года выходит комикс Pie and the Sky. В нем заканчивается сюжетная линия Руби Голдберг, и после этого она пропадает из комиксов. А 11 мая 1935 года выходит последний синдицированный комикс Opposites Attract. В это время, по словам Нейтана, США уже выходила из Великой депрессии, а в комиксах как раз таки был показан разгар Великой депрессии. И так как публика не хотела вспоминать о прошлых бедах, комиксы были закончены 11 мая 1935 года. После этого появляется банда мясников Чарли, Барли и мой любимый Эдгар. Потом выходят мультфильмы The Butcher Gang и Tasty Trio Troubles. 16 июня 1935 года Сэмми делает аудиозапись, где уже видна его зависимость от чернил и чернильного лорда. В период с 1931 по 1936 год студия начинает сотрудничество с Brielle Label Company. Глава этой компании Уилфред Брайер отправляет Джоуи рецепт беконового супа. Далее идет выпуск магазинных комиксов. В 1936 году выходит первый комикс To the Moon, где впервые можем увидеть Чарли в комиксах. В 1937 году выходит комикс Папа Плута Pitchfork, где впервые появляется отец Бенди, Папа Плута. Также в 1937 году выходит мультфильм Nightmare Fair. В 1938 году выходит комикс Yukon Bendy, где впервые появляется Сасквич, что может являться аллегорией на Скрытня. Об этом я уже говорил в прошлом ролике, где я разбирал комиксы, можете посмотреть его. В этом же году Бадди Лелик переезжает в Нью-Йорк вместе со своей семьей. В период с 1931 по 1938 год выходит мультфильм Bacon Soup Bendy, а в период с 1937 по 1938 Джоуи пишет «Иллюзию жизни». В этот же период нанимается Элисон Пендл, новая актриса озвучки Элис Энджел. Джоуи представляет ее всем, кроме Сьюзи. После этого Сьюзи делает аудиозапись о том, как заметила разговор с Сэмми и Элисон, и о том, что она узнала, что ее заменяет Элисон.
to the recording booth today. Sammy was there with that Allison. Apparently, I didn't get the memo. Alice Angel will now be voiced by Miss Allison Pendle. A part of him died when he said that. There's gotta be a way to fix this. Затем Эллисон придумывает рецепт особых чернил, и после этого Уолли делает дизайн для первой чернильной машины, и некий Мюррей Хилл создает ее и прокладывает трубы по студии. Также в этом году Джоуи в голову приходит мысли о неком специальном проекте – оживлении мультяшек, и первой, кого он хочет оживить, стала Элис Энджел, поэтому он увольняет Сьюзи с роли озвучки этого персонажа и нанимает Эллисон вместо нее. Он решил использовать Сьюзи для оживления Элис, и в итоге Джоуи делает аудиозапись, где предлагает Сьюзи возродить Элис. Susie, I'll be straight. I'm putting together a small project, a little ceremony. What? A lot of dreams will come true. And I want you to be a part of it. I want you to bring Alice to life once again. What do you say? А в свою очередь Сьюзи делает аудиозапись, где рассказывает о том, что Джоу ей предложил. После этого Сьюзи и Джоуи обедают во второй раз. После этого, в декабре 1937 или 1938 года, Джоуи и Дрю просят сотрудников пожертвовать какие-либо вещи для первого ритуала. Затем Уолли делает свою аудиозапись с первой главы, где рассказывает, что не понимает, зачем Джоуи попросил пожертвовать вещи. После этого проводится первый ритуал. Зачем нужны все эти ритуалы, раскрыто не было. Но наши предположения сводились к тому, чтобы сделать особые чернила. И из них живых мультяшек с душой. Ведь все сходится. Как мы знаем, в игре есть 3 набора ритуальных вещей. И это означало, что было 3 ритуала. И мы точно знаем, что в реальной студии Джоу и Дрю было всего лишь 2 мультяшки с душой. Элис Энджел и Волк Борис. Все остальные чернильные создания, которых мы видели в Батим, были созданы скорее всего как Генри, через ритуальный круг, или прочие мистические вещи в мультяшном мире. Третий ритуал скорее всего проводился для создания мультяшного мира, в котором происходит действие Батим. В ходе первого ритуала Сьюзи превращается в чернильного искателя. После этого в художественном отделе переносится комната отдыха, находящаяся раньше в комнате для провождения ритуалов, а в музыкальном отделе устанавливается насос. После этого Сэмми делает аудиозапись о том, что был установлен насос на случай протечек. В 1939 году выходит комикс Саупер Борис. Здесь появляются впервые такие персонажи, как Камерамен, Брут и Мисс Скрученная. Вы сами знаете, кого они напоминают. Далее, 1 сентября 1939 года, начинается Вторая мировая война. Тут начинается дефицит на чернила и бумагу, из-за чего у студии Джоу и Дрю начинаются проблемы с нехваткой этих ресурсов. В период с 1935 по 1940-е года выходит мультфильм Демоник Тоник. С 1939 по 1940-е года Томас работает на самолетах во времена Второй мировой войны. В этот же период Грант делает аудиозапись о том, что у Джоу и Дрю есть в планах большой проект, которым мы, как знаем, стал Бенди Лэнд. В 1940 году выходит последний магазинный комикс Alice the Aviator, где как раз таки отображается Вторая мировая война. Алиса отражает американскую сторону, а Барли немецкую. И уже в этом комиксе мы видим первую рекламу военных облигаций. После этого начинается разработка Бенди Лэнда, и Бертурма с Лейси и другими работниками Бенди Лэнда нанимают в студию. 19 мая 1940 года Бертрум делает аудиозапись, где он недоволен от того, что Джоуи отклоняет его идеи. В файлах игры как раз таки можно найти неиспользованный материал, где есть те самые записи Бертрума, которые Джоуи отклонял с красными пометками. Затем Бертрум показывает Джоуи концепты мини-игр Бенди Лэнда. После этого Бертрум и Джоуи идут к инвесторам показать концепты Бенди Лэнда, чтобы они вложились в его создание. И
Джоуи при инвесторах зовет Бертрума Берти. Бертрум обижается на это и записывает аудиозапись об этом. I have earned my legacy with sweat. Right in front of everyone. High-level investors, Wall Street tycoons. The ever-tactless Joey Drew introduces me, the great Bertram Piedmont, as Bertie. Like I was his child. После этого Уолли делает аудиозапись о своем предложении работникам хранилища Бендиленда насчет игр. These guys down the warehouse get to play games all day while I'm stuck cleaning up after them. They keep locking themselves out of their own back room. So I says to them, look guys, I says, you're smart, right? Here's an idea. Why not rig these games to knock open the door if you win? It'll be fun for you guys, and it saves me the trip down here every day. Затем Бертрум начинает работу над аниматроником Бенди, после чего Лейси делает аудиозапись об этом аниматронике. Only thing that bothers me is that mechanical demon in the corner. Bertram's been working on it for a month now. Says it'll walk someday, maybe dance. All it does now is give me the creeps. I swear, when my back's turned, that thing's moving. Потом студия выпускает мультфильм Construction Corruption, где рекламируют Gent Corporation. После этого Gent начинает сотрудничество со студией. Томас отправляет на работу в студии, и рядом с администрацией строится офис Gent. Затем Gent начинает обильную работу в студии. Они создают чернильные производители, лифты, сейфы в архивах, инструменты, прокладывают трубы и многое другое. После этого Томас делает аудиозапись о трубах. Затем идет ссора Томаса и Уолли. Вначале Томас и Уолли ссорятся, когда устанавливают трубы. Alright, let's go over this again. If the pressure goes over 45, I screw the safety bolt in tighter, right? No, for the last time you do that, you blow every pipe in this place. If it reaches 45, you unhook the safety switch. You sure? You know, this sounds harder than comparing earwax to beeswax. Look, it's not that difficult. Just keep an eye on the gauge. Look, pal, if you think I'm doing my job and yours, I'm out of here. Затем Уолли делает аудиозапись о том, что он недоволен Томасом. So here's my beef with this whole Gent thing. I went to school, yeah, that's right, me, star student of Brickmore High. I know my potatoes. So where's this Mr. Connor get off telling me what to do? И Томас в свою же очередь делает аудиозапись о том, что недоволен Уолли. If there's one loose bolt around here, we're gonna have a whole mess of trouble. And wouldn't you know it, that Wally guy is one loose bolt. He keeps the floors clean, he says. He didn't sign on for no science project. All I know is someone needs to keep these pipes maintained. And it can't be a slacker. После этого создается вторая версия чернильной машины, и Джоуи официально представляет ее сотрудникам. В период с 1931 по 1941 Джоуи делает аудиозапись о силе веры и мечты. В 1941 году начинается выпуск рекламных комиксов. Первым выходит комикс Construction Corruption. После этого выпускается справочник сотрудника. В 1942 году отдел комиксов закрывается, и все печатные машины, кроме одной, списываются с производства. В этот же год выходит комикс Шоу-Биз Бенди, основанный на ранее вышедшем мультфильме. И отец Бадди умирает на войне. В 1943 году выходит комикс Train Trouble, и босс Лотте Бакс пропадает из комиксов. В октябре 1943 года Сэмми и Джек получают награду за одну из песен. 12 ноября 1943 года Томас делает аудиозапись о том, как тяжело работать над Джоуи. That's what it's like working for Mr. Joey Drew. At first you feel that bad pain in your gut that you're doing something very wrong. But after a time, the dust settles, and Joey's played his cards. You just learn to go with it. 16 или 17 ноября 1943 года
Джоуи устраивает встречу с Томасом, а 18 ноября Джек делает аудиозапись о получении награды и о том, что он видел Джоуи с Томасом. Say, man, I even won an award for one of our songs last month, I was told. Of course, it had Mr. Drew's name on the award, but it's all that counts. Speaking of which, I saw Mr. Drew the other day. He was meeting with that Connor fellow holding some papers. В период с 1929 по 1944 выходит мультфильм The Devil's Treasure, и в 1944 создается комикс, основанный на этом мультфильме. В этом же году Нейтан отдыхает в Южной Америке с Тессой, и 23 июня 1944 года Бертрам приобретает большое количество промышленной стали, на что тратится огромное количество денег. В августе 1944 года начинаются финансовые проблемы. Грант сообщает сотрудникам, что они временно не могут выдать им зарплату. После этого Джоуи Дрю делает аудиозапись, где просит у Нейтана денег. It's been quite a struggle to put this into words, Nathan. After so many years, you know I'd never ask unless it was dire. But when a man's in a spot, he should call upon his friends. Truth is, well, the studio is coming up a little short. Hit a few unexpected bumps. If you could lend us the amount I mentioned in my last letter, it would be a big help to me. Hope this reaches you in South America. You and Tessa enjoy your vacation. А Грант просит Джоуи ограничить расходы на специальные проекты или найти инвесторов. В 1945 году выходит комикс All Washed Up. В июле 1945 года Дот и ее возлюбленный женятся. Ее муж уходит на войну, и в августе он погибает на войне. В этом же году дед Бадди попадает в лагерь смерти. Также в период с 1939 по 1945 года перевыпускаются старые классические мультфильмы, среди которых The Dancing Demon, для повышения продаж военных облигаций. 2 сентября 1945 года заканчивается Вторая мировая война, а в 1946 году деда Бадди находят и привозят в Нью-Йорк. В 1946 году заканчивается создание шахтовой чернильной машины и гигантской чернильной машины, после чего с ее помощью создается первая живая мультяшка «Чернильный демон», после чего Томас делает аудиозапись о нем. The process of running the cartoon film through the machine for the figures to imprint upon themselves is going well. We've had several near successes. One weird note, the first figure ever created was a failed attempt in the likeness of the character called Bendy. Since that time, no other attempts of this particular figure have emerged. And the one that did, I don't know. There's just something unworldly about him. После чего Джоуи тоже делает аудиозапись о том, что заметил чернильного демона. Listen, Tommy, I know you boys over at Jet are doing your best, but I'm paying for living attractions, not weird abominations. Whatever that grinning thing was I saw wandering around your office, you better keep it locked up tight. I realize it was a first attempt, but imagine if the press caught sight of it. Might scare off investors. And in response to your previous memo, if you claim that your failures are because these things are soulless, then damn it, we'll give them a soul. After all, I own thousands of them. И после этого чернильного демона запирают в лазарете. В этом же году Норман делает аудиозапись о том, что слышит стоны снизу. I can't help but feel that I'm not the only one in my projection booth sometimes. It can get mighty dark some nights. But here's the part that really makes my mind swim. Every night, just as I'm picking up my coat, there's a deep groan rising up from the floor. One of these days, I'm gonna get my light and go see what's causing all the fuss below me. Также, предположительно, в 1946 году Джоуи покупает участки для строительства Бендиленда в Мидлендс, Нью-Джерси. Позже Джоуи покупает театр, а Уолли делает аудиозапись о том, что все вокруг ходят со злыми лицами. Everyone's walking around here like grandma just died. Nothing but angry faces everywhere. These people gotta lighten up. I mean, hello, you make cartoons. Your job is to make people laugh. I'm telling you, if these people don't start cracking a smile every now and then, I'm out of here. Также в все том же 1946 году студия находится под следствием. Об этом пишут в газетах. Джоуи врет, а Сэмми его защищает. После этого Джоуи делает аудиозапись о том, что в компании нет финансовых проблем и что сотрудники должны ему доверять. A small memo to all administration offices. Rumors have begun to fly that we simply can't tolerate any longer.
Также в период с 30-х годов по 1946 год выходит 7 аудиозаписей. Джек делает аудиозапись о том, что работает в канализации, I love the quiet, and that's hard to come by in these busy times. And yeah, sure, it may stink to high heaven down here, but it's just perfect for an old lyricist like me. и аудиозапись о том, что он здесь только для кофе и тишины. So I'm just here for the coffee and the quiet. Hey, coffee and quiet. That wouldn't be a bad song lyric. Where's my pencil? Норман делает аудиозапись о том, что за всем следит, That projectionist, they always say, creeping around. He's just looking for trouble. Well, trouble or not, I sees everything. They don't even know when I'm watching, even when I'm right behind them. Сэмми делает аудиозапись о своем святилище, Every artistic person needs a sanctuary. Joey Drew has his, and I've got mine. Норман делает аудиозапись о странностях Сэмми, He starts up my projector and he dashes for the projection booth and down to the recording studio like the little devil himself was chasing behind. A few seconds later, projector turns out. But Sammy, oh no, he don't come out for a long time. This man is weird. Crazy weird. Томас делает аудиозапись о лифтах, These blasted elevators. Sometimes they open, sometimes they don't. Sometimes they come, sometimes they keep on going to hell and back. I keep telling these people, if Mr. Joey Drew keeps cutting corners like this, someone's sure to end up falling to their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs. а Уолли делает аудиозапись о двигающейся луже чернил. Anyway, there I was mopping. But that puddle, I'm telling you, it kept moving this way and that way like it had the smarts or something. If these messes keep being like this, I'm out of here. И с июля по сентябрь 1946 года происходят события новеллы Dreams Come to Life. В первых числах июля Бадди нанимается на работу в студии и знакомится с Норманом. Джо устраивает встречу с Томасом. Дед Бадди приезжает в Нью-Йорк, после этого Бадди знакомится с Дот, Сэмми и работниками художественного отдела. В музыкальном отделе прорывает трубу, и Сэмми впервые пробует чернила, а тот показывает инвентарь Бэндиленда в подвале. 5 июля 1946 года Сэмми начинает пить чернила и возиться с машиной, что замечает Томас. 11 июля Дот рассказывает Бадди идею о ковбое Бенди. На следующий день Бадди ворует особые чернила из музыкального отдела, после чего замечает, как Томас спорит с Сэмми по поводу его мании к чернилам, а дед Бадди помогает ему с рисованием. 13 июля 1946 года Джоуи узнает о краже и показывает Бадди театр. Дед Бадди ходит с ним в библиотеку и начинает учить его рисовать. 19 июля 1946 года Бадди и Джоуи ужинают, после чего Джоуи предательски оставляет его платить за этот ужин. 23 июля Бадди освобождает чернильного демона из лазарета. Затем Бадди и Дот находят наброски и надписи Сэмми в музыкальном отделе, а дед Бадди ходит с ним в музей искусства. 25 июля Джоуи и Бадди покупают смокинги, и Джоуи приглашает Бадди на вечеринку. 2 августа Нейтан отправляет в студию письмо, адресованное Генри, но его получает раздраженный Джоуи. Предположительно, в период с 14 июля по 8 сентября 1946 года Уолли записывает аудиозапись о том, что потерял ключи. So I was going to get my dustpan from the hall closet the other day, and guess what? I can't find my stupid key. It's like they disappeared into thin air or something. После чего Сэмми исчезает из студии. Затем в студии появляется беспорядок, и ее закрывают на время расследования. А Бадди и Дот пробираются в закрытую студию и находят Нормана. Чернильный демон убивает скрипачку, а особые чернила нападают на деда Бадди. Потом студия снова открывается, но не музыкальный отдел. После этого, предположительно 13 сентября 1946 года, в роковой день, Бадди приходит на вечеринку Джоуи. Бэндиленд представляется публике, о чем пишут в газетах. Джоуи увольняет Томаса и Эллисон. Бадди разговаривает с ними. Затем Бадди и Дот приходят в театр Бенди и замечают 3 покрытых чернилами тела: Нормана, Дэйва и Джейкоба. Первые двое умирают, а Джейкоб заражается чернилами. После этого Бадди и Дот сражаются с чернильным демоном. Впоследствии Бадди умирает, Джоуи превращает Бадди в Бориса с помощью второго ритуала, и Бадди прячется в студии. После этого Heavenly Toys переносится в студию, а Томаса заменяет Уолли. Затем
В октябре-декабре 1946 года выходит комикс Гиди ап Бенди, основанный на ковбое Бенди, которого придумала Дот. После этого выпуск рекламных комиксов заканчивается. Далее будет описано много событий, дату которых не удалось точно установить, поэтому приходится выделять огромные периоды, когда эти события могли произойти. В период с 1929 по 1948 года выходят мультфильмы Hell in a Handbasket, Rosemary's Baby Sister, All Washed Up, Minding My Own Business, Fish and Flumax, The Ghost Demon, Close Call и Tree of Doom. В период с 1931 по 1948 год Уолли делает аудиозапись о том, как он нашел и съел торт в администрации. So it turns out it's my lucky day. I got to clean in some of the offices around 2 a.m. last night. And what do you think I find on one of the chairs? A big freaking chocolate cake, just sitting there, practically yelling my name. В период с 1932 по 1948 выходит мультфильм As Above, So Below. В период с 1944 по 1948 Эмма делает аудиозапись о том, что ей приходится работать в туалете. Jerry Drew wanted his animators to have the best reference material for the dancing characters. But he could have at least given me an office to use for rehearsing. I don't even have a place to put the new dance steps I've been writing down. So I've taken to storing them in the backs of the studio's toilets. В период с 1946 по 1948 происходит достаточно много событий. Первое. Шон делает аудиозапись о том, как Джоуи разозлился из-за неаккуратно нарисованных улыбок на игрушках. I don't be seeing what the big deal is. So what if I went and painted some of those bendy dolls in the crooked smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. И аудиозапись о том, что парень из Гент, кем предположительно был Уолли, украл его новый поезд для инструментов. Now here's the very question I ask myself. Isn't that new one-of-a-kind tool belt that gent fella's wearing this morning just such a beautiful thing? I wonder where he got it. As if I didn't know. The dirty chrome. Второе. Кто-то крадет чернильную машину. Третье. Грант сообщает Джоуи, что они не смогут покрыть все расходы. И четвертое. Грант умирает. В период с 1947 по 1948 Бендиленд открывается в Мидоулендс, Нью-Джерси. Джоуи присваивает это достижение себе. Бертрам делает аудиозапись о том, что создание парка принадлежит ему, и создает ловушку с каруселью. I built this park. It was to be a masterpiece. My masterpiece. And now you think you can just throw me out? Trample me to the dust and forget me? No! This is my park. My glory. You may think I'm wrong. But I'm still here. 14 апреля 1948 года Нейтан прослушивает аудиозаписи в архивах. I've got a good feeling something great is going to happen. How very interesting. Such knowledge. 15 августа 1948 студия получает отчет о банкротстве, и в итоге 28 августа студия и Бендиленд закрываются. В период с 1946 по 1963 появляется мультяшный мир, в котором происходит событие Бадди, владение Бенди. В это же время Бадди попадает в этот мультяшный мир и ведет там дневник. Позже он забывает свою настоящую личность. И происходит событие Boris and the Dark Survival. Борис выживает в студии и собирает припасы. Затем Сэмми делает аудиозапись, где просит благословения у Бенди. Love requires sacrifice. Can I get an amen? I said, can I get an amen? В период с 1948 по 1963 потерянные выбираются из гигантской чернильной машины. Появляются Пайпер, Фишер и Страйкер. Голова в карусели Бертрума и рука Бенди в хранилище Бендиленда оживают. Из частичек душ Элисон Пендл и Томаса Коннора
появляются Элисон Энджел и Том. Также появляется мультяшный Бенди и Скрытень. Сьюзи превращается из искателя в Элис Энджел. Позже ее касается чернильный демон. Она становится искаженной Элис, после чего убивает членов банды мясников и борется, чтобы снова стать красивой. Норма становится прожектористом, а искаженная Элис делает аудиозаписи под псевдонимом Мила Легна, чтобы обмануть Бориса. После этого Джоуи делает аудиозапись для Генри о том, что Бенди не видел конца. You see, there's only one thing Bendy has never known. He was there for his beginning, but he's never seen the end. Нейтан делает аудиозапись о том, что Темное Возрождение скоро придет. The time draws near for a dark revival to come at last. Затем он основывает Arcade Films. К нему на работу устраивается Элисон. А Уолли уезжает в Форт Лодердейл, во Флориду, и основывает Frank's Handyman Service. 23 февраля 1952 года Томас и Элисон женятся. Предположительно, в 1963 году Джоуи отправляет письмо Уолли и получает от него письмо в ответ, а также письмо от Элисон, после чего Джоуи проводит третий ритуал. Я предполагаю, что этот ритуал был нужен для создания мультяшного мира. 1 августа 1963 года Генри приходит к Джоуи и попадает во владение Бенди, став жертвой временной петли. Проходит 413 циклов, и в Бенди от Zing Machine мы видим 414 цикл. Генри включает чернильную машину и продвигается по студии. После этого Сэмми ловит Генри. Чернильный демон убивает Сэмми, а Генри встречает Бориса и живет с ним. Затем Сэмми возрождается. We've all been waiting, but now he will set us free. Генри выполняет задание искаженный Элис, после чего искаженный Элис забирает Бориса. Потом Сэмми снова кто-то убивает, предположительно одноглазый Бенди. Сэмми теряет веру в чернильного демона, искаженный Элис превращает Бориса в монстра, а Генри активирует ловушку Бетрума, находит и убивает бесчувственного Бориса, а Элисон, Энджел и Том убивают искаженную Элис. После чего Элисон и Том держат Генри в заперти. Генри делает 3 аудиозаписи об этом, Элисон дает Генри волшебное стекло, и Элисон и Том убегают. Генри снова встречает Сэмми и убивает его. Позже приходят Элисон и Том, они сражаются с искателями и потерянными. Потом Генри доходит до гигантской чернильной машины, где в одиночку побеждает чернильного демона, после чего этот цикл заканчивается. В период с 1963 по 1972 год Джо и Дрю умирают, а Нейтан покупает библиотеку Бенди и собирается возродить франшизу. В 1972 году Нейтан со своей командой собирает все комиксы по Бенди, которые смогли найти, в один сборник и выпускает его. И после этого в 1972 году предположительно происходит Баттер, где Нейтан либо пользуется чернильным миром Джоуи, либо создает свой, но это мы узнаем только после выхода Баттер. На этом все. Надеюсь, мы разъяснили вам все, что нужно перед выходом Баттер. Скорее всего, есть детали, которые мы упустили. Если у вас есть вопросы, то пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч и всем пока!